Вчера вместе с нашим другом Рушаном из Rework Mobile показываем работе оборудование Маант для переклейки стекла. Станок есть с всеми бараками T8. Например, взяли непростую задачу – переклейку изогнутого дисплея Huawei P30 Pro. В видео будет много практики, нюансов и полезных советов, поэтому смотрите внимательно. Нет, вы просто ее порежете и даже не заметите. Это только уже когда человек с опытом, он будет понимать разницу. Поэтому, наверное, новичкам лучше 0,28 либо 0,3 использовать для поначалу, чтобы понимать. Берут там какой-то острый предмет и начинают выковыривать отсюда силикон. Если это сделать и потом начать пилить, у вас все равно там какие-то ошметки силикона останутся, и когда вы будете пилить, эти ошметки, они, скорее всего, затянутся струной между стеклом и матрицей, и вы повредите сам поляризатор, либо пятно сделаете какое-то. Поэтому силикон лучше не трогать здесь, его зачищать уже потом, когда вы срезали стекло. Аккуратно тянем в одну сторону. Елочкой движение делать не надо. И не надо экономить струну. Многие, я замечаю, экономят струну. Здесь этого делать ни в коем случае не стоит. Еще один нюанс. Повторно струну не стоит использовать. То есть, если вы прошли уже, то не надо. Второй нюанс. Многие, я заметил, накручивают вот так вот на руку. Это делать тоже не стоит, потому что у вас в этот момент струна начинает закручиваться и царапает сам поляризатор. То есть, надо делать просто движениями. Вытягиваем, отпустили. Взяли, вытягиваем дальше. Всегда рекомендую работать в очках, потому что осколки часто летят в глаз. Раньше, когда не использовал очки, стабильно раз в полгода ездил в глазной травмпункт. С айфона мне, короче. А у меня руки трясутся, болты все вытянули. А отвертки магнитной нормальной нету. Все болтики. Вот эти места лучше убрать, потому что слегка струной надавите, он может прокол сделать. И заметьте, я всю струну всегда в одну сторону тяну. То есть нет такого, что я елочкой делаю. Когда делаешь елочкой, на ней вот в любом случае остатки клея набираются. И ты начинаешь тянуть, у тебя струна начинает скручиваться и царапает сам поляризатор обычно. Нажимаешь и в секунду, если ты держишь, то нормально. Если там 3 секунды можешь удержать, это уже слабая температура. Струну всегда стараемся, чтобы она упиралась в стекло, а не в раму. Ну, то есть натягиваем в сторону стекла. Ну ладно. Че, Рушан, что скажешь насчет машинки от Маанта? Мне она очень понравилась. Она достаточно производительная. И даже пальцем, то есть я привык как делать. Я обычно обороты уменьшаю с помощью давления пальца. Здесь это особо не работает, потому что она мощная, да. Вообще сначала как стоит сделать? Пройтись тряпочкой. Просто мы проходимся вначале такими движениями. То есть если какие-то мелкие осколки остались, мы на эту тряпочку собираем все. А потом уже берем меламиновую губку, потому что если сюда осколок попадет, и вы начнете потом тереть, то превратится в царапину. Вот этот станок удобен тем, что вы можете бесконечно вот так вот крутить. И это на самом деле очень классно, потому что порой приходится либо вынимать телефон, переворачивать его, а это неудобно, когда он на температуре 100 с чем-то градусов. Без единой царапинки. Так как здесь слишком большой зазор на этой модели конкретно, это Huawei P30, можно, наверное, и вот этой штукой воспользоваться. Этот дисплей вынимается очень легко. Здесь один скотч по правому краю и второй скотч по левому краю идет. Все, больше нигде его нет. Ну и вот здесь чуть-чуть еще идет. То есть очень легко идет. А обратите внимание, видите, вот здесь такая шишка появилась. То есть сбоку посмотреть. Старайтесь, чтобы такого не было. Она не сильная, а бывает, когда вы начинаете тянуть, скотч складывается и появляется большая шишка. Вот эта шишка может в этом месте передавить матрицу, и у вас будет горизонтальная полоса. Если очень тяжело идет, спирт подливаем. Ну или что-то похожее.
Здесь, кстати, он слабо. На некоторых посильнее гораздо. Отделили дисплей от рамы, стекло от дисплея. Теперь нам осталось только Склеить. Теперь мы сделаем проверку дисплея после снятия стекла. Мы взяли дисплей, которым наверху было Пятно пятно было, черное. да. Вот сейчас, кроме него, все должно быть хорошо. Вот это пятно осталось как есть, в остальном все отлично. Менять стекло мы сегодня будем на таком аппарате, как Maant SU7. Это аппарат, который совмещает в себе и помпу, и компрессор. В общем, берете, ставите такой вот миниатюрный, красивенький один аппарат себе на стол, и он делает чудеса, которые мы сейчас вам покажем. На примере очень сложного переклея, это Huawei P30 Pro Edge-дисплей. Испытание делаем для этого аппарата. Пользуйте обязательно ионизатор воздуха от ТБК. В 0.5 GSM он тоже продается. Изгиб шлейфа оставим наверху, на весу, на всякий пожарный. Вот так вот. Все, процесс завершен. Сейчас мы достанем дисплей и закинем его в барокамеру. Удалять пузыри мы будем тоже на барокамере от Maant T8 модель. Работает тоже на внутреннем компрессоре, то есть не надо подключать ничего внешнего. Ставим наш дисплей сюда. И хорошая дверца закрывается плотно. Запускаем. Поставили мы время 10 минут, до 0,6 у него создался вакуум. Теперь осталось только ждать. Смотрите на замечательную функцию на данной барокамере. Это то, что вы можете поднимать или отпускать давление. Даже в рабочем виде. Смотрите, сейчас прессуется он. Мы просто берем, поднимаем до 0,8 и он добирает. Друзья, прошло у нас время. Мы достаем наш дисплей из этой замечательной барокамеры и смотрим результат. Везде все четко. В общем, получилось все идеально. Huawei P30 Pro переклеился на ура. При помощи вот этих вот замечательных машинок, которые вот раз, два, ставите их на стол и все, больше ничего не нужно, друзья. Ни компрессоров, ни помп и так далее. Два аппарата. Особенно если у вас мало места в сервисе, это реально прям... Или кто-то на дому работает. Тихие, самое главное, и занимает очень мало места. Вообще классная штука. В общем, ты заценил, да, Рушен, Да, аппарат? классная вещь. Если бы я на стадии, когда вот только начинал ремонтировать, у меня был ТБК 808, если бы была бы вот такая, что у меня помещение было там вообще пару квадратов, вот это самая идеальная вещь была бы. Все, тебе спасибо за предоставленную информацию и за проделанную работу.